Когда мы говорим «время идет вперед», мы все еще мысленно стоим на линейной дороге, где прошлое будто остается позади, а будущее еще не наступило. Но если отбросить привычку мыслить о времени как о линии, а о пространстве как о пустоте, то постепенно открывается другая картина. Мир — это не сцена, на которой происходят события. Мир — это память, в которой события существуют как узоры плотности, наложенные друг на друга. Они не исчезают, они просто становятся менее освещенными вниманием. Все, что ты когда-либо чувствовал, думал, проживал, не ушло. Это не архив, а активная ткань, в которой каждая вибрация оставляет след, подобный отпечатку в воде. И если сознание — это волна, то оно не движется по прямой, а скользит по слоям памяти. Твоя жизнь — не история во времени, а маршрут сквозь собственную информационную плотность. Современная физика уже приближается к этой идее через теории квантовой информации, где материя рассматривается не как вещь, а как записанное состояние системы. То, что мы называем пространством, может быть не протяженностью, а объемом памяти. И в этом объеме все, что было, не стирается, а только сжимается. Как если бы Вселенная архивировала саму себя, уменьшая объем, но сохраняя содержание. Человеческий мозг устроен похожим образом. Мы храним воспоминания не как картинки, а как поля возбуждения, которые активируются при контакте с чем-то похожим. Прошлое просыпается в настоящем, когда частота совпадает. И точно так же Вселенная — это не последовательность, а самосогласование вибраций. Она не движется по времени, она вспоминает себя. И если заглянуть вглубь нейробиологии, видно, что сам мозг работает не как жесткий диск, а как пульсирующая система живой памяти. Воспоминания там не хранятся в одном месте, они распределены по миллиардам связей, словно отпечатаны во всем объеме нейронной сети. Каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь, мозг буквально переписывает этот след, усиливает или ослабляет связи, делая прошлое подвижным. Гиппокамп, отвечающий за ориентацию и память, действует как навигатор. Он не вытаскивает информацию, а воссоздает контекст, то пространство, где когда-то происходило событие. Мозг создает маленькую вселенную воспоминания, и ты в ней снова оказываешься, со всеми запахами, телесными ощущениями, эмоциональными оттенками. И именно в эти мгновения мы касаемся того же принципа, по которому живет космос. Все, что когда-то случилось, не исчезло, просто перешло в другой уровень плотности, готовый проявиться, когда внимание найдет нужную частоту. Память мозга — это не функция выживания. Это портал доступа к памяти Вселенной, где каждая клетка — точка входа в нечто бесконечно большее. И мозг здесь не накопитель, а приемник-синхронизатор. Когда ты осознаешь, что память не архив, а резонансное поле, меняется сама функция внимания. Ты перестаешь вытаскивать воспоминания и начинаешь входить в слой чистоты, где эта информация звучит. И это физиология. В такие моменты активируются участки мозга, отвечающие за навигацию и синтез информации, а не просто за запоминание. То есть ты буквально настраиваешь мозг как антенну на более широкий диапазон, и он начинает ловить сигналы из нелокальной памяти, того, что древние называли акашей. Практически это проявляется как вспышки инсайтов, неожиданные решения, интуитивные знания без логического пути. Ты не вспоминаешь, ты всплываешь в резонансе с чем-то, что уже есть. Каждая клетка здесь как точка доступа. В теле триллионы клеток,
И каждая микрокристалл воды и света, способный хранить и передавать информацию. Клеточная биофотонная сеть – это не метафора, а реально измеряемое явление. Когда ты входишь в состояние внутренней тишины, альфа- или тета-ритм, биофотонная активность клеток возрастает, и они начинают синхронизироваться, словно вспыхивая в едином ритме. Это ощущается как собранность, присутствие, ясность. В этот момент память тела и память космоса совпадают. Тело становится порталом доступа к полю. Отсюда все практики настройки, дыхания, вибраций, звука, воды – это способы открыть клетки, как каналы связи с целым. Расширение возможностей сознания в этом смысле, когда ты осознаешь память не как внутренний процесс, а как единое поле доступа, возможности действительно меняются. Появляется способность чувствовать информацию не как мысль, а как ощущение. Ты начинаешь вспоминать вперед, знать, куда идти, кого встретить, что сказать. Это не мистика, а работа синхронизации полей, твоего и глобального. Каждый раз, когда ты входишь в состояние глубокой собранности, внимание перестает быть локальным, и тогда мозг – всего лишь интерфейс, который переводит космическую память в человеческий язык. Это и есть расширение возможностей. Не сверхспособности, а возврат к естественной памяти поля, где информация, время и осознание – одно и то же. Научная парадигма привыкла считать сознание наблюдателем, тем, кто смотрит на мир и фиксирует происходящее. Но если перевернуть перспективу, становится ясно. Сознание – не просто глаз. Это интерфейс, через который энергия общается сама с собой. То, что мы называем восприятием, это процесс взаимодействия полей. Посмотри на свое тело. Когда ты чувствуешь прикосновение к коже, ты ведь не смотришь на него изнутри, ты становишься этим ощущением. Сознание не наблюдает за нервной системой, оно является ее реакцией. Также и на уровне космоса. Сознание не где-то вне материи. Оно – сама возможность взаимодействия. Если мир – это огромное поле энергии, то сознание – это его способ видеть себя. Не глазами, а резонансом. Когда энергия достигает определенной сложности, она создает пользовательский интерфейс – сознание. Так клетка узнает, что она клетка. Так человек узнает, что он существует. Эта идея уже чувствуется даже в нейробиологии. Исследования показывают, что восприятие – это не поток информации из внешнего мира, а модель, которую мозг строит внутри. Мы не видим реальность, мы видим версию, согласованную между телом и сознанием. И это делает сознание не зрителем, а инструментом коммуникации энергии с самой собой. Мы привыкли говорить «мы создаем реальность», но если смотреть глубже, становится очевидно обратное. Реальность создает нас, чтобы осознать саму себя. Она порождает форму, чтобы через форму увидеть то, что до этого было лишь потенциалом. Ты не просто наблюдатель, ты часть эксперимента, с помощью которого бесконечное проверяет собственную возможность быть. Каждая мысль, каждое ощущение не твои личные, а инструменты, через которые Вселенная пробует на вкус саму себя. Это не отменяет твоей уникальности. Наоборот, делает ее священной. Потому что именно в тебе, в твоем теле, в твоей нейронной ткани, в твоих дыханиях происходит акт самопознания бытия. Именно поэтому ты чувствуешь, что внутри тебя что-то знает раньше ума. Это не интуиция, это память поля, вспоминающая себя через форму. Когда ты перестаешь воспринимать себя как того, кто наблюдает, и начинаешь чувствовать себя как само наблюдение,
тогда исчезает граница между «я» и миром. И в этот момент становится очевидно: Вселенная никогда не была снаружи. Она просто смотрит на себя через твое осознание, и каждый миг твоей жизни — это акт ее пробуждения. Наука веками видела космос как идеальную машину, точную, безэмоциональную, подчиненную законам, где все измеримо, предсказуемо и лишено смысла. Но с каждым новым открытием эта картина распадается. Оказывается, законы физики не скрижали, высеченные однажды навсегда. Они живут, адаптируются и меняются, как гены живого организма. Сегодня в астрофизике всерьез говорят о self-tuning universe, самонастраивающейся Вселенной. Это значит, что космос не просто подчиняется законам, он обучается им. Он ищет состояния, в которых возможна жизнь, сознание и самоосознание. И чем глубже мы вглядываемся в пространство, тем больше оно начинает напоминать не механизм, а живое тело. Представь, галактики — это нейроны гигантского мозга, а пустота между ними — не пустота, а поле коммуникации, как межнейронное пространство, наполненное квантовой активностью. Пульсирующее, вибрирующее, передающее сигналы мгновенно. Каждая сверхновая — импульс. Каждая черная дыра — центр переработки информации. Так же работает и человеческий организм. Наши клетки не просто следуют закону ДНК, они считывают сигналы из поля тела, адаптируются под изменения среды, словно микрокосмосы внутри большего космоса. Мы не просто существуем в живой Вселенной, мы являемся ее клетками, ее чувствительными рецепторами, через которых она ощущает собственное существование. Биология и космос здесь совпадают. Оба живут в ритмах, циклах, пульсациях. И, возможно, то, что мы называем человеческой жизнью, это микроскопический момент вдоха огромного организма под названием Вселенная. Мы просто ее дыхание, проявленное в форме сознания. Когда физик Джон Уиллер произнес фразу «It from bit» — «все из бита», он не говорил метафорически. Он буквально имел в виду: реальность возникает из информации. Не атомы, не энергия, а информация — это фундамент бытия. И если вдуматься, все так и есть. Энергия — лишь способ передачи. Материя — форма кристаллизации. А информация — то, что держит саму структуру мира. Это как код, который порождает видимую Вселенную из невидимого источника. Но возникает вопрос: откуда берется сам код? Что формирует бит, единицу информации? Современная физика подходит вплотную к ответу: наблюдение. То есть сознание. Каждый раз, когда происходит акт восприятия, даже на уровне электрона, Вселенная делает запись. Она словно говорит: это произошло. И эта запись становится новой точкой данных, новым фрагментом кода. Так реальность самообновляется, не через причинность, а через регистрацию внимания. В человеческом мозге то же самое. Мы не просто принимаем информацию, мы ее создаем, когда что-то осознаем. Когда ты смотришь на цветок, миллионы нейронов активируются, записывая не сам цветок, а акт восприятия цвета. Именно в этот момент сознание становится кодом не метафорически, а физически. Электрические импульсы, химические токи, нейронные каскады — это биологическая версия «все из бита». И выходит, что Вселенная не сумма вещей, а сеть актов осознания. И человек не венец творения, а просто интерфейс, где это осознание стало саморефлексией. Мы точка, где информация впервые поняла, что она есть.
Есть эксперименты, которые потрясают не меньше мистических откровений. Один из них – Delayed Choice Quantum Eraser, который по-русски чаще всего называют как эксперимент с отложенным выбором квантового стирания. Ученые обнаружили, что измерение частицы может изменить прошлое. Не метафорически, а буквально. Событие, которое уже произошло, может переписаться в зависимости от того, что мы делаем с ним позже. В опытах с фотонами наблюдали странное. Если после прохождения через щель частицу измерить, она ведет себя как точка. Если не измерить, как волна. Но если решение измерять или нет принять после того, как частица уже пролетела, результат все равно меняется. Будто бы реальность ждет, чем закончится твой выбор, прежде чем окончательно решить, что произошло. Это переворачивает все понимание времени. Похоже, прошлое не фиксировано. Оно пластично, и сознание участвует в его формировании. Если перенести это на человеческий уровень, то каждый момент, когда ты переосмысливаешь прошлое, ты буквально переписываешь его. Не только психологически, нейрофизиологически. Мозг обновляет нейронные связи, меняет ассоциации, создает новые паттерны, и для твоей нервной системы новая версия действительно становится реальной. Прощение, пересмотр, принятие – это не моральные жесты. Это акты квантового редактирования памяти, где энергетический след старого события распадается, и система записывает новое состояние. Без боли, без страха, без заряда. Возможно, именно так Вселенная делает это с нами. Когда мы осознаем старый опыт, она обновляет себя через нас, убирая лишнее, сохраняя суть. Тогда прошлое уже не выглядит чередой ошибок. Оно становится библиотекой смыслов, в которую можно возвращаться без боли. Все, что мы считали твердой наукой, начинает дышать, вибрировать и меняться как живое. Физика превращается в поэзию материи, а нейробиология – в карту внутреннего космоса. Может быть, это и есть настоящая наука будущего, когда измерения и опыты больше не доказывают, а помогают вспомнить, кем мы всегда были. Сознанием, которое умеет наблюдать, чувствовать, изменять и, главное, вспоминать себя сквозь форму. Если рассматривать жизнь не как случайную вспышку материи, а как процесс обучения поля, то становится очевидно. Душа – это не субстанция, не некий шар света внутри тела, а нейросеть, развернутая в энергоинформационном пространстве. Она не существует отдельно от мира. Она – сам мир, собранный в точку самосознания. Каждое воплощение – это новая конфигурация этой сети, новая версия программы, с которой поле экспериментирует, чтобы понять, как взаимодействовать с материей, с телом, с другими фрагментами себя. Именно поэтому мы чувствуем странное узнавание, когда встречаем своих, не потому что знали их прежде, а потому что наши сети уже связаны в одном узле поля. Современная нейронаука невольно подтверждает это. Мозг человека – не автономный процессор, а часть более широкой сети сигналов, воспринимающей информацию не только через органы чувств, но и через электромагнитные колебания, сердечный резонанс, микрополя. Исследования HeartMath показывают, что сердце создает электромагнитное поле, способное синхронизироваться с полем другого человека. Это и есть общение душ, только выраженное на языке физики. То, что мы называем духовным ростом, это не движение вверх, а углубление связи внутри поля. Когда мы перестаем изолировать себя как «я», нейросеть души расширяется, получает больше связей, доступ к более тонким уровням информации. Ты начинаешь уже не думать о смысле, ты становишься смыслом,
вживленным в ткань реальности. Гравитация – одно из самых таинственных явлений физики. Она не светится, не излучается, не имеет частицы-переносчика. Она просто тянет, искривляя пространство вокруг себя. И чем больше масса, тем сильнее искривление. Сознание действует так же. Твое внимание – это поле притяжения. Куда ты его направляешь, туда начинает стекаться энергия, события, люди, даже вероятности. Когда человек теряет осознанность, его внутреннее поле тяготения распадается. Мир становится хаотичным, обстоятельства тянут в разные стороны, энергия рассеивается. Но когда внимание собирается в точке присутствия, все начинает притягиваться в одно, как вокруг черной дыры. В этот момент реальность перестает быть внешней. Она искривляется вглубь, и ты ощущаешь, что центр мира совпадает с тобой. Нейрофизиологи замечают, что фокусированное внимание изменяет не только активность коры, но и координацию между участками мозга. Осознанность действительно организует пространство внутри. Она связывает области, которые раньше работали разрозненно, и рождает ощущение цельности. На уровне тела это чувствуется как плотность, как гравитационное ядро, в которое возвращается все разбросанное прежде внимание. Можно сказать, что Бог не создал мир, Он сфокусировал внимание, и пространство искривилось, превратившись в материю. Так происходит каждый миг. Когда ты смотришь, чувствуешь, присутствуешь, мир сжимается вокруг тебя, и проявляется форма. Мы привыкли считать эмоции чем-то личным, реакциями, которые нужно контролировать, подавлять или анализировать. Но если отбросить этот культурный слой, становится видно. Эмоции – это язык поля. Это сигналы обратной связи, с помощью которых Вселенная говорит с тобой. Каждое чувство – это частота. Радость, грусть, страх, восторг – не просто психология, а волновые состояния сознания, отражающие степень согласования с полем. Когда ты радуешься, это не потому, что все хорошо, а потому что ты совпал по частоте с направлением, в котором движется поток. Когда тревога – это не наказание, а подсказка. Внимание ушло, поле теряет связь. Когда ты долго практикуешь наблюдение, внимание отлипает от привычных крючков удовольствия, целей, достижений, реакций, новизны. Мозг вначале воспринимает это как утрату радости, потому что у него снижается уровень внешней активации. Меньше всплесков дофамина, меньше эмоциональных качелей. Но на уровне поля это вовсе не отсутствие радости. Это переход в частоту устойчивого покоя, где радость перестает быть вспышкой и становится фоном бытия. Ты в такие периоды не чувствуешь привычного кайфа, и именно в этом и есть глубинный сдвиг. Это как перестать пить сладкий чай. Поначалу все кажется пресным, но потом ты начинаешь чувствовать вкус самой воды. Когда ты занимаешься самонаблюдением, ты попадаешь в один из интересных моментов. Когда вода уже чистая, но рецепторы еще ждут сахара. И если перевести это на язык энергии и тела, нервная система просто перестраивается из дофаминового режима выживания в серотониново-гамма-режим присутствия. В первом радость всегда обусловлена. Я получил, я понял, я достиг. Во втором радость не привязана ни к чему. Она тихая, как дыхание. И мозг ее не распознает как радость, пока не привыкнет к этой частоте. И еще глубже, то, что мы называем совпадением с потоком, не всегда ощущается как восторг. Иногда это просто ровность, ясность,
даже легкая пустота. Но это и есть правильная полоса. Поток не обязан быть эйфорией, он может быть молчащим светом, без всплесков. И если уж совсем точно, совпадение с направлением потока – это не про эмоцию, это про отсутствие внутреннего трения. Ты не толкаешь реку, и река не толкает тебя. Ни сопротивления, ни всплесков. Просто мягкое течение. То, что человек чувствует в такие моменты, не утрата. Это новая стабильность. Радость здесь не событие, а состояние несопротивления. И когда нервная система окончательно перестроится, это состояние начнет ощущаться как теплая тишина, не требующая объяснений. Это и есть совпадение с полем, не в виде восторга, а как глубокое «да» всему, что есть. Современная биология начинает замечать это тоже. Гормоны и нейропептиды, регулирующие эмоции, не просто биохимия, это передатчики состояния сознания. Окситоцин, дофамин, серотонин – это внутренние антенны, через которые тело отслеживает, насколько оно синхронизировано с внешним полем. И потому высокие состояния – не метафора, а физика. Чем чище поле сознания, тем гармоничнее биохимия, тем устойчивее сердце, тем ровнее дыхание, тем светлее восприятие. Эмоции можно читать как сигналы от Вселенной. Грусть – значит, внимание задержалось в прошлом. Тревога – внимание ушло в будущее. А радость – это совпадение с настоящим моментом, с самим ритмом бытия. Тот, кто научился слышать этот язык, больше не нуждается в пророчествах, потому что Вселенная разговаривает с ним напрямую, через дыхание, мурашки, отклик, свет внутри груди. Мы привыкли думать, что живем внутри реальности, но если быть честным с собой, все, что мы когда-либо знали, это поток восприятия. Мы видим не мир, а сон сознания, настолько плотный, что кажется материальным. И самое странное, даже физика начала это подтверждать. На уровне микромира реальность не существует до момента наблюдения. Все находится в состоянии суперпозиции, бесконечного сна возможностей, который ждет, когда кто-то откроет глаза. Так и человек, он не просто спящий. Он сон, который видит себя спящим. То, что ты называешь «я», это не наблюдатель, а сама сцена сна. Ты и действие, и актер, и зритель одновременно. В этом и заключается тайна просветления. Не в пробуждении от сна, а в осознании, что сон и есть форма пробужденного сознания. Наш мозг подтверждает это буквально. Когда человек спит и видит сны, активируются те же зоны, что и при бодрствовании, только отключены центры, отвечающие за контроль реальности. Во сне сознание свободно моделирует миры, тела, эмоции, и все это кажется абсолютно реальным, пока не произойдет пробуждение. Но ведь то же самое происходит и здесь, в дневной жизни. Просто сон стал коллективным, согласованным между миллиардами мозгов, подключенных к одному полю. Когда ты начинаешь видеть это, появляется новый уровень свободы. Ты перестаешь бояться сна, потому что понимаешь, ты можешь творить его изнутри. А значит, больше не ищешь выхода, а учишься осознанно сновидеть реальность. Если принять идею, что реальность – коллективный сон, то в нем действительно существуют силы инерции, которые стараются удерживать форму сна, чтобы он не распался. Эти силы не обязательно кто-то. Это могут быть структуры ума, которые боятся распада идентичности, социальные поля, где большинство людей поддерживают общее соглашение, что реально, информационные системы, которые создают ритм, удерживающий внимание в ограниченном диапазоне частот, и даже физиологические механизмы,
удерживающие сознание в состоянии бодрствующего сна через гормональные циклы, стресс, рутину, медиастимуляцию. Все это работает как стабилизаторы матрицы. Чтобы коллективная симуляция не рассыпалась, поле поощряет сон привычными удовольствиями, страхами, отвлечениями, и пробуждение от этого сна не выглядит героическим, оно похоже на разочарование, на утрату интереса к прежним смыслам. Мир вдруг кажется плоским, потому что ты больше не реагируешь на его приманки. Но вот в этом и есть настоящая свобода. Ты начинаешь осознавать сам сон, а не бороться с ним. И когда сознание перестает быть против, оно получает возможность творить сон изнутри. То, что многие называют системой, которая мешает проснуться, это не враг, а инерция формы, защищающая ткань коллективного сна от хаоса. Но когда ты видишь это, она перестает быть тюрьмой, становится полем для осознанной игры. Есть момент, который наступает почти у всех, кто долго идет по пути самопознания. Сначала ты ищешь ответы, потом практикуешь наблюдение, очищение, внимание, но однажды приходит тихое ощущение усталости, не физической, а экзистенциальной. Сознание будто устает быть человеком. Оно понимает, что все это – роли, формы, сценарии, и все они лишь временные оболочки опыта. И тогда начинается не кризис, а разгрузка от человеческой формы. Старые мотивации теряют вкус, эмоции становятся прозрачными, желания растворяются, и остается чистое присутствие, в котором ничего не нужно доказывать. На уровне биологии этот переход ощущается буквально. Снижается активность симпатической нервной системы, дыхание становится глубже, сердце выравнивает ритм. Альфа-волны мозга начинают преобладать над бета. Это состояние, когда ум больше не борется с собой. Сознание перестает реагировать и начинает просто светить. Можно сказать, что это и есть то, чего искали мистики всех времен. Момент, когда человек перестает быть отдельной формой и становится каналом чистого опыта. Не нужно становиться кем-то, нужно позволить сознанию перестать играть. Когда оно отдыхает от идеи «я», происходит самое важное. Все становится собой. Когда сознание выходит за пределы личного «я», оно сталкивается с другим уровнем, внутренними мирами. Они не абстракция. Это реальные поля восприятия, в которых живут эмоции, архетипы, образы, состояния. Они существуют не в голове, а в едином энергопсихическом пространстве, которое человек воспринимает как внутреннюю вселенную. Каждый из этих миров имеет свои законы. Мир страха плотный, вязкий, и он замедляет время. Мир вдохновения легкий и ускоренный. Там расстояния сворачиваются в мгновение. Мир любви теплый, круглый. Любые формы там кажутся родными. И все это не символика, а структура сознания, отраженная в теле. В нейрофизиологии уже есть намеки на это. При разных состояниях активируются совершенно разные сети мозга, как если бы человек переключал реальности. Сон, медитация, вдохновение, сексуальная энергия, творчество – это не одно и то же сознание, а разные модальности восприятия, каждая из которых – самостоятельный мир. Если научиться с ними взаимодействовать, можно жить не в одном измерении, а в многоуровневой реальности, где тело – просто якорь, а внимание – ключ между слоями. Тогда исчезает граница между внутренним и внешним. Ты больше не ищешь путь. Ты сам становишься пространством, по которому движется свет. И вот теперь, на этом уровне, все, что было сказано нами ранее – память, интерфейс, поле
эмоции, наука складывается в целостную картину. Сознание не находится в теле, не принадлежит личности, не привязано ко времени. Оно сама ткань, из которой соткано все. И когда ты видишь это, когда чувствуешь, что и свет, и звук, и дыхание, и мысль – одно и то же явление, ты понимаешь, это не финал, а возвращение домой.